Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим сливочный бисквит с добавлением белого шоколада. Это очень вкусный бисквит, который может стать основой для многих тортов. И для него мне понадобятся, конечно же, сливки. Можно взять и 10%. Это не принципиально. Сливки нам нужны для сливочного вкуса бисквита. Дальше мне потребуется масло растительное без запаха, сахар, белый шоколад, соль, сухие ингредиенты: мука, крахмал, разрыхлитель. И я уже заранее разделила белки на желтки. Сливки нам необходимо подогреть. Как вы это будете, это тоже особого значения не имеет. То есть можно это сделать в микроволновке, как я сегодня это буду делать. Можно это сделать на паровой бане. Можно это сделать прямо сразу в кастрюльке. В общем, нам нужно их нагреть до температуры, которая пригодна для расплавления шоколада. Я отправляю в микроволновку. Я нагрела сливки до 60 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы шоколад растопился. Вот именно подогрела. Ни в коем случае, конечно же, мы их не кипятим. Сюда же вводим растительное масло. Я уже говорила, для чего я добавляю практически в каждый бисквит растительное масло. Но обычно добавляют либо растительное, либо сливочное масло, чтобы придать бисквиту особую сочность и влажность. Такие бисквиты, рецепт которых содержит какое-либо масло, они обычно получаются самые влажные, самые сочные и не требуют пропитки дополнительной. Сухие ингредиенты нам также необходимо перемешать между собой. Сахар мы делим на две части. Одна часть у нас пойдет в желтки, другую мы добавим в белки. Забыла указать ванильный сахар. То есть можно добавить либо ванилин, либо ванильный экстракт. Все на ваше усмотрение. И перетираем желтки с сахаром. Все, сделать это нужно до посветления. Отправляем шоколадно-масляную смесь. И опять же все перемешаем. Сыпучие ингредиенты туда же отправляем. Все перемешиваем. Убираем пока в сторону, займемся белками. К белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Сначала на маленькой скорости, пока не появится большое количество пузырьков. Затем уже постепенно мы увеличиваем скорость миксера и также постепенно вводим сахар. На самой максимальной скорости белки мы взбиваем до вот такого вот состояния плотного. То есть, как бы я ни вращала венчик, они остаются на месте. Если у вас масса получилась хлопьями, значит вы перебили белки. Почему мы сразу не вводили сахар и сразу не взбивали белки с сахаром на самой высокой скорости? Зачем мы вообще добавляли соль? Для того, чтобы стабилизировать их и чтобы у нас масса была вот такая вот упругая и у нас был богатый запас времени, чтобы белки в процессе перемешивания у нас не опустились. Теперь в несколько этапов частями мы вводим белки и лопаткой движениями снизу вверх мы смешиваем желтки с белками. На начальном этапе вам может показаться, что процесс очень туго идет, но ничего страшного, это только на начальном этапе. Если мы не добьем белки, то они не выдержат такого насилия над собой и опустятся гораздо раньше, чем мы закончим вообще вымешивать тесто. И тесто получится очень жидким, соответственно, и бисквит у вас плохо поднимется. Также еще хотела сказать, что стараемся хорошо вымесить тесто, чтобы не было никаких вот вкраплений белка, иначе они так и останутся у вас белыми пятнами потом в разрезе в бисквите. Тесто мы вымешиваем до консистенции, как макаронаж у нас идет, то есть он должен лентой стекать с лопатки. Здесь у меня еще вкрапление, поэтому я продолжаю мешать. Вот такая вот консистенция должна быть у готового теста бисквитного. Теперь форму мы уже должны были заранее подготовить. Я взяла форму 22 см в диаметре, дно застелила уже пергаментом. Стенки мы никогда не трогаем, если только вы не печете кексовый бисквит, так как там не принципиально. А в этом случае у нас бисквит будет как раз ползти по стенкам. Если бы я выпекала в форме меньшего диаметра, то я бы сразу на две формы теста разделила. То есть примерно где-то вот если бы 16 сантиметров бы у меня формы были. И можно было бы сразу два коржа выпекать одновременно. Все, накрывать в этом случае фольгой ничего не нужно. Мы отправляем в духовку. Духовку разогреваем до 175 градусов. Так делаю я. Я особо не люблю говорить про температуру. То есть обычно это плюс-минус 10 градусов. Возможно, кому-то потребуется 170, кому-то 180. Выпекается примерно бисквит 30-35 минут до сухой зубочистки.
Готово. Минут 7-10 мы даем бисквиту остыть прямо в форме и извлекаем ее. Затем необходимо полностью дать ему остыть, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник примерно где-то часов на 12, чтобы он у нас, так скажем, отдохнул. Но мы разрежем прямо сейчас, так как нужно показать, какой он получается внутри. Верхнюю шапочку можно убирать, либо она становится мягче после того, как бисквит пролежит в холодильнике. Ну, я предпочитаю ее убирать, тем более, что снимать приходится не так уж и много. Данный бисквит на форму 22 см в диаметре вполне возможно разрезать и на 3 коржа тонких. Я разрежу только на 2. Нам важен именно разрез. Вот такой вот он получается. Хрустит. Я не знаю, слышно, нет? При малейшем прикосновении к нему он хрустит, как снег. Данный бисквит даже запах имеет сливочный, какой-то вкус у него получился мягкий, в меру сладкий. Отлично будет сочетаться как с йогуртовым кремом, крем-мусс, который вот я обычно делаю очень часто. Крем-чиз вообще великолепно к нему подойдет. И я считаю, что данный бисквит может быть основой для очень-очень многих тортов, как я говорила в самом начале. Делала я его несколько раз, поэтому поэкспериментировав, то есть убавляя и добавляя некоторые ингредиенты, вот и получился вот такой вот вкусный бисквитик. Он даже по виду какой-то мягкий, пушистый получился. У него нет проблем, как у шифонового бисквита, у многих он просто ямой опадает. Здесь такого нет, и я надеюсь, что он вам также понравится, как и мне. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.